Всем привет! Сегодня мы будем шить пеленочку кокон для малыша. Выкройка будет в описании под видео. Эта выкройка рассчитана на возраст от рождения до 3 месяцев примерно, в зависимости от роста малыша. Буду я использовать трикотаж интерлок, он лучше всего подходит для малышей. Вы можете использовать, в принципе, любой трикотаж, который вам понравится. Для начала нам нужно вырезать детали нашего кокона. Вырезаем одну деталь со сгибом вот с таким горлышком и 2 детали вот с этим вырезом горла, но плюс еще прибавляем вот здесь вот сантиметр для пришивания молнии. Вот таким образом складываем ткань, к сгибу прикладываем нашу выкройку и без припусков мы ее обводим и вырезаем вот здесь одну деталь такую со сгибом. Можно приколоть булавками, чтобы выкройка наша не сместилась. Вот такая у нас получается деталь спинки. Ее откладываем пока что. И теперь нам нужно вырезать, обрезать вот эту вот часть. Можете сразу распечатать выкройку, одну часть такую, одну часть срезать, если вы собираетесь сшить несколько пеленочек. Складываем точно так же, чтобы было легче вырезать, чтобы детали были одинаковые. Прикладываем выкройку. Можно заранее отметить сантиметр от края. Прикладываем выкройку, отступая сантиметр. Точно так же мы прикалываем и вырезаем. Теперь разрезаем наши детали. Должно получиться 2 детали. Также нам нужно вырезать защитную планочку, чтобы молния не натирала ребенку кожу. Планка у нас будет длиной, получается, 45 сантиметров плюс где-то 5 сантиметров, то есть 50 сантиметров. Можете сделать планочку подлиннее или покороче. Вырезаем полосочку длиной 55 сантиметров и шириной примерно 7-8 сантиметров. Я буду вырезать полосочку 50 на 7 сантиметров. Чтобы планочка у нас красиво лежала, мы ее закруглим немного, складываем так вот пополам и закругляем вот примерно так вот сюда на сгиб и подрезаем. И обрабатываем либо зигзагом, либо
на оверлоке. Также я еще на оверлоке пройдусь вот эту линию, чтобы потом было легче пришивать к молнии. Я буду шить пеленочку на оверлоке, но вы также можете ее шить на швейной машинке, только желательно, я очень советую купить специальную иглу для трикотажа. Это либо джерси, либо так и называется, игла для трикотажа. Так как не всякая машинка возьмет трикотаж и просто будут пропуски стежков. Швы мы будем соединять, если на швейной машинке, либо зигзагом, либо строчкой, имитирующей оверлочную. Есть даже специальные лапки оверлочные. С ними будет удобнее работать, они не будут стягивать краешек. Пока можно это отложить. Нам нужно пришить молнию. Молнию можно взять любую. Удобнее, конечно, работать с разъемной молнией. Длина должна быть длиннее на пару сантиметров, чем передняя часть нашей пеленочки. Лишнее потом можно срезать. Итак, чтобы у нас края были аккуратные, мы обрабатываем вот эти вот срезы передние. Я буду на оверлоке, вы можете обработать зигзагом, либо, как я уже сказала, строчкой, имитирующей оверлочную. Теперь берем наши две детали передней части, берем молнию. Так вот ровненько раскладываем детальки, накладываем молнию. Так ее расстегиваем. И прикладываем наши детальки лицом к лицу. Потом, когда она подвернется, когда мы пришьем, таким образом было. Начинаем пришивать мы не сначала, а где-то отступая примерно сантиметрик. С одной стороны, мне удобнее с левой стороны, чтобы была планочка. Мы оставляем вот эти вот 5 сантиметров на загибку нашей планочки, чтобы молния не зажимала, нечаянно не зажала кожу ребенка. Пристрачиваем на швейной машинке, примерно на сантиметр, как мы и оставляли припуск. Пришиваем на швейной машинке. Я пришиваю лапкой для пристрачивания молнии на сантиметр на ширину припуска. Теперь берем нашу планочку, так вот прикладываем ее к нашей молнии. Вот так вот она будет выглядеть. Прикладываем и с краю
начинаем прикалывать булавками. Теперь берем, подгибаем нашу молнию несколько раз. И вот таким образом мы размещаем нашу планочку. И пристрачиваем также на таком же расстоянии, что и пристрачивали молнию. Можно, в принципе, и по этой же строчке. Вот так вот получилось. С этой стороны вот так вот. Этот хвостик, который торчит от молнии, можно отрезать. Теперь можно застегнуть молнию. И вот так вот у нас получается. С обратной стороны вот так вот. Молния нам уже лишний этот кусочек не нужен. Мы ставим здесь закрепку на швейной машинке и лишнее отрезаем. Вот так вот получилось. То есть несколько раз прострочили туда-обратно, получилась закрепка у нас. Теперь нужно соединить две детали нашей пеленочки. Я буду соединять оверлоком. Вы можете прострочить, как я уже говорила, либо зигзагом, либо строчкой, имитирующей оверлочную. Либо, чтобы было аккуратно, если вы шьете на машинке, можно обработать трикотажной косой бейкой. Лучше взять бейку из рибаны. Она хорошо подойдет и будет очень аккуратно смотреться. Швы можно сделать как наружу, так и вовнутрь. Большой разницы лично я в этом не вижу. То есть тут вы уже выбираете сами. Я буду прострачивать по лицевой стороне, так как мне так удобнее. Соединяем две наши детали, спинку и перед. Скалываем булавками, если нужно, и прострачиваем по краешку. Если вы будете обрабатывать косой бейкой, то сначала, чтобы закрепить обе детали, где-то на полсантиметра прострачиваем просто на швейной машинке, а потом уже пристрачиваем бейку. Вот так вот у меня получилось. Теперь аккуратненько проглаживаем утюгом. Сильно не растягивая ткань. Осталось нам пришить горловину. Для этого мы измеряем горловину. Легче измерить половину.
У меня получилось 16 сантиметров. Умножаем на 2, получается 32 сантиметра. И в зависимости от растяжимости ткани нужно умножить на коэффициент. Если ткань тянется сильно, то умножаем примерно на 0,7. Если средняя 0,8, если не очень сильно, тогда умножаем на 0,9. У меня получилось 32 умножить на 0,7, получилось 22,4. То есть я отрежу полоску ткани длиной 22,5 сантиметра и шириной 7 сантиметров. Можно вырезать воротничок из рибана. Я буду из такого же интерлока вырезать. Вот такая полосочка получилась. Складываем ее так вот лицом к лицу и закругляем краешек примерно. И с другой стороны точно так же. Чтобы было одинаково, я вот так вот делаю. Теперь находим середину и делаем отметки. Также мы находим серединку на горловине пеленки. И теперь нужно приколоть нашу горловину. Можно сделать точно так же, чтобы швы были наружу, можно сделать внутрь. Я сделаю, чтобы швы были внутрь. Складываем горловину вот таким образом. Можно заколоть булавкой. И соединяем можно отрезать. Вот таким вот образом прикладываем лицом к лицу. И прикалываем. Вы также можете сначала приколоть, потом приметать и после этого уже пристрачивать. И соединяем. Наши середины. Также дополнительно можно вот так вот растянуть и заколоть это вот промежутки, если вам сложно. И пристрачиваем наш воротничок. Постепенно его растягиваем. Вот так вот получилось. В конце строчки я прячу
под саму строчку такую большую глуберу. И строчки не видно. Теперь наш воротничок проглаживаем на нижнюю сторону утюгом, чтобы можно было потом его аккуратненько пристрочить, зафиксировать. Теперь аккуратненько на швейной машинке, где-то посередине строчки можно, пристрачиваем наш воротничок. Так вот получается с лицевой стороны. На этом наша пеленочка готова. Пеленочку также можно дополнить шапочкой. Как ее шить, я покажу в другом видео. И также хотела сказать по поводу других пеленок, как шить. Шить обычные пеленки достаточно просто. Вы из хлопка вырезаете квадрат любого размера, 80 на 80, 90 на 90, либо 100 на 100. Берете хлопок лучше обычный, который не тянется, не трикотажный хлопок. И также либо на оверлоке, либо зигзагом, либо строчкой, имитирующей оверлочную, обрабатываете край, либо просто обычно подворачиваете вот так вот все стороны, проглаживаете, прострачиваете, и все. Это очень просто. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!